Что такое вообще кальянная паста? Паста для кальяна — это то же самое, что и табак для кальяна, просто мы табачный лист заменили минеральной основой. Что такое минеральная основа? Если проще говоря, это микс природных абсорбентов. Что такое абсорбент? Это всем известные активированный уголь, энтеросгель, полисорб. Это минералы, которые идеально в себя что-то впитывают. И, собственно, когда мы применили минеральную основу в нашей пасте, то есть эта минеральная основа идеально в себя впитывает глицерин, ароматизатор и никотин, и при нагревании, собственно, отдает вкус без искажения. Но опять же, она обладает высокой жаростойкостью, за счет этого она не горит, и, собственно, удерживает в себе эти ароматизаторы, которые вкусно и долго курятся. То есть, используя нашу минеральную основу в составе, мы получаем кальян, который вкусно, долго курится, менее вредный. Почему он менее вредный? Давайте здесь сакцентируем внимание наше. Достаточно знать обычные базовые знания о физике и химии, что любая растительная основа — это органика. Растительная основа — это табачный лист, чайный лист, водоросли, лепестки розы, неважно. Любая растительная основа, которую используют в табаке, это органика. А органика при воздействии на высокой температуре и открытого огня, еще какого-то, она нагревается, начинает тлеть и гореть. А из физики мы понимаем, что любой процесс горения — это выделение канцерогенов. У минеральной основы нету органической основы, и, соответственно, за счет этого она менее вредна, потому что там нечему гореть. Минеральная основа, у нее жаростойкость более 1000 градусов. Соответственно, какая бы температура в кальяне ни воздействовала не было, она, получается, не выделяет никаких либо канцерогенов. Вот, собственно, поэтому наша паста менее вредна, чем табак или любая кальянная смесь на органической основе. Давайте еще раз вернемся к основе и составу нашей пасты. Повторимся, что паста — это то же самое, что табак, просто табачный лист заменили минеральной основой. И, собственно, это минеральная основа, которая идеально в себя впитывает глицерин, ароматизатор и никотин. Давайте проговорим уже по никотину. Собственно, никотин — одна из основных составов, который, собственно, дает нам эффект расслабления, который все хотят люди получить из кальяна. Тут обязательно мы добавляем в состав жидкий никотин. Что такое жидкий никотин? Тут обязательно не нужно путать с вейпом, потому что сразу у всех людей идет ассоциация, что жидкий никотин, знаешь, как в вейпе. Давайте разберемся по химии и физике составов. То есть чаще всего во всех вейпах, электронных сигаретах, подсистемах используется солевой никотин. То есть это никотин, полученный химическим способом травления. Не будем углубляться в физику. Главное понять то, что солевой никотин, он обладает высоким pH, то есть он быстро всасывается в кровь, он быстро повышает ваш пульс, он быстро оставляет эффект такого накуривания, то есть бьет в голову быстро, и, собственно, это считается более вредным для воздействия. Мы используем в составе нашей пасты никотин натуральной экстракции. Что такое это? Никотин натуральной экстракции — это выжимка из табачного листа, просто очищенная, поэтому этот никотин, он не вызывает высоких перепадов каких-то давления в крови, то есть обладает таким плавным эффектом накуривания, как, собственно, и табачный лист. Поэтому люди, когда в слепом тесте мы проверяли, то есть забиваем 10 кальянов, 5 на табаке, 5 на пасте, люди курят одинаково эти кальяны, не видят различия. Собственно, за счет этого просто они, главный момент, замечают, что она вкуснее и дольше курится, как и любой легкий кальян. Вот, собственно, мы с вами разобрали состав нашей пасты. Люди, когда первый раз слышат о пасте, думают: о, какая-то химия, мы все умрем, потому что это какая-то непонятная субстанция. И, собственно, самый главный распространенный вопрос: что такое паста и какую вы используете основу. Мы повторимся в 3-й раз. Паста для кальяна — это то же самое, что и табак. Просто мы табачный лист заменили минеральной основой. Минеральная основа — это природные абсорбенты, типа активированный уголь, энтеросгель, полисорб, который идеально в себя впитывает глицерин, ароматизатор и никотин, и при нагревании отдает вкус без искажения. Поэтому считается состав абсолютно натуральным. Про воздействие никотина мы рассказали, что он менее вредный, потому что нет растительной основы, которая может гореть и выделять канцерогены. То есть, повторимся, паста менее вредна, чем табак. И, собственно, мы получаем нашу пасту, формула которой запатентована. Состав мы разобрали, поняли, что он менее вреден, чем табак. Он абсолютно природный, он абсолютно натуральный. И, собственно, благодаря этому всему мы можем наслаждаться вкусным, долгим кальяном. Что касается вопроса сертификации продукции. Наша паста в составе не содержит табачный лист, соответственно, она не подлежит акцизированию, получению акциза и вопросу обязательной сертификации. Но, тем не менее, мы, как производители,
получили все возможную разрешительную документацию. То есть это добровольный сертификат соответствия. Мы получили все протоколы испытаний. Также получили сертификат по новой форме нацстандарта. Зарегистрировали ТУ и получили всю возможную разрешительную документацию. Но мы пошли дальше, то есть российский рынок, это мы получили всю документацию, также мы сделали паспорта безопасности для международного рынка, для выхода на Европу, который более серьезный, более глобальный продукт, чтобы наш продукт мог легально продаваться на территории России, стран СНГ и Европы.